Для выполнения ковриков из ненужной одежды при помощи крючка сначала нужно подготовить материал, которым мы будем это делать. Использовать можно любой текстиль, который поддается нарезанию ножницами, от капроновых чулок до драпового пальто. Главное, чтобы ткань сильно не осыпалась, но и это условности. Вот с капронок мы и начнем. Берем старые колготки, проверяем их на дефекты. На продольные стрелки внимания не обращаем. Если нас все устраивает, подровняв и сложив вместе, обрезаем носок обеих ножек, чтобы избавиться от швов. При обнаружении существенных поражений на пятке и следочке обрезаем на уровне щиколотки в месте завершения дефекта. Делаем это нещадно, без церемоний. Возвращаемся к верхней части. Наша цель – освободить материал от швов. Делаем первый разрез с удобной для нас стороны. Не задумываясь, проходим до его завершения. Получилось 2 чулка. Отрежем резинку, она тоже может пригодиться. Отстрижем шов на резинке, развернем ее и нарежем ленту способом туда и обратно на нужную ширину, не достригая до конца прямоугольничка примерно сантиметра 1,5, плюс-минус полсантиметра. Переворачиваем на другую сторону, отступаем на ширину ленты и повторим алгоритм действий. Плотность резинки капроновых колготок больше, чем на самом изделии, поэтому толщина ленты может быть меньше, чем на ножках. Если вы хотите, чтобы вязание получилось однородным, не используйте резинку, оставьте ее на резерв. Сматываем в клубочек. Переходим к ножке. Разрезаем трубу вдоль, сверху вниз. Получилось неровное полотно. Ничего выравнивать не будем. Начнем нарезать ленту от выступающего края на нужную ширину сверху вниз. Все обрезки и остатки после нарезания советую сразу не выбрасывать, а складывать в одну емкость. Они могут пригодиться для довязывания ряда. Опыт показывает, что бывает нужно довязать пару-тройку столбиков, а нужная ленточка не вовремя закончилась. И тут на помощь приходит заветный мешочек с обрезками. Не достригая до конца полотна 1,5 см, перевернем его на другую сторону и, отступив от края, продолжим нарезать ленту нужной ширины. Таким способом туда и обратно порежем все полотно. Капронки можно нарезать шириной до 2 см, но это только рекомендации. Для реализации индивидуального проекта применимы любые параметры. Ни в коем случае не выравниваем и не закругляем повороты. Нам нужна относительно ровная лента с примерным соблюдением ширины и абсолютно неровные повороты. Все острые и длинные кончики, уголки и хвостики на поворотах впоследствии органично вплетутся в изделие, обеспечивая аккуратность работы с изнаночной стороны. Наши коврики с обеих сторон должны выглядеть одинаково в плане эстетического исполнения. Коврик с лицевой стороны, коврик с изнаночной стороны. Сматываем готовую ленточку в клубочек, закрепляем кончик под верхний виток, чтобы не распустился. Также точно расправимся со второй ножкой. Намотаем полученную ленту на первый клубок. Из ленточек, полученных в результате нарезания капроновых изделий, у меня связан такой забавный детский коврик. Используем постельное белье. Пододеяльник и простыня уже порезаны, остались наволочки. Выворачиваем наволочку на левую сторону, обрезаем швы. Расправляем полотно. Шов подруба загнут втрое. Выглядит прилично. Нам это подходит, мы его берем. Пройдем ножницами по краю, отделяя шов, не достригая до конца полотна, как обычно, примерно 1,5 см.
Повернем под прямым углом и продолжим по направлению долевой нити, выходя на заданную ширину ленты. Отрезаем ленточку на протяжении всего полотна до поворота. Перевернем, сделаем надрез. Ткани с относительно большими площадями, особенно ветхие, можно легко порвать на ленту. Если не получается или не нравится такой вариант, продолжим при помощи ножниц. Не достригая до конца, перевернем его на другую сторону. Некоторые ткани, особенно тонкие синтетические, режутся очень легко, как по маслу, при небольшом усилии продвижением ножниц вперед без растригания. Нужно только следить за соблюдением ширины ленты. Получаем ленту, не достригая до конца ткани, способом туда и обратно, поворачивая полотно на другую сторону. Мужские рубашки и женские блузки нарезаются также. Освобождаем от швов спинку, рукава, детали переда, отделяем планки, убираем накладные карманы, избавляемся от манжет. Если есть возможность использовать манжеты, используем манжеты. Продолжаем удалять швы. Всю эту кухню спрячем в заветный мешочек с резервными обрезками. Освободив все детали от швов, нарежем по ленте из каждой, способом туда и обратно по направлению длинной стороны полотна. Детали спинки и переда имеют рельефную форму. Начинаем разрезать снизу или сверху, без разницы. Доходим до поворота, как всегда не растригая до конца, переворачиваем полотно на другую сторону, продолжаем также. Края не закругляем, оставляя все острые окончания. Так мы будем поступать со всеми видами текстиля. Если полотно неправильной формы и боковая линия идет наискосок, как на рукавах, будем резать по краю наискосок. С вещами с плотной структурой поступаем точно так же, как и с прочими. Порежем джинсы. Начиная от края одной из штанин, разрезаем ее до верха с удобной для вас стороны шва. Сначала вырезаем полезные части, избавляясь от швов. Единственным отличием будет ширина ленты. Для комфортного вязания крючком номер 5 или 5,5 ширина ленты из плотных джинсов должна быть меньше 1 см, где-то около половины. Но у вас может быть свое мнение на этот счет. Я даю только советы и рекомендации.
Вырезав штанину, удалим швы и подворот. Порядок действий устанавливаете вы сами. Получив полотно, нарезаем тонкую ленту вдоль штанины туда и обратно. Полотно половинки джинсов имеет неправильную форму. Верхний край шире, поэтому при завершении получается длинный треугольник. При разрезании до заданной ширины до упора остается хвостик, который не нужно обрезать. Это мы сможем сделать в любое время. При вязании подобные нюансы вплетутся в полотно работы, укрепляя изделие. Стрижем на нужную ширину. Поворачиваем. И так до конца. Сматываем в клубочек, отправляем в корзинку. С юбками поступаем так же. Отрезаем резинку или пояс прямо по складкам. Подкладкой тоже не брезгуем. Также обрежем все швы, подгиб и нарежем ленты из каждого кусочка по длинной стороне.
Ткань подклада очень тонкая, ленты должны быть пошире. Чтобы проверить, подходит ли ширина нарезаемой ленты, намотайте на указательный палец небольшой фрагмент уже отрезанной и ощутите на ощупь ее толщину. Если вы считаете, что прежде чем заняться нарезанием ленты нужно распороть вещи по швам, то уверяю, что не стоит шкурка выделки. Занимаясь этим, затратите много времени, получите много мусора и пыли, а полезного материала всего ничего. Это уже отходы. Отрезаем все лишнее, высвобождая полотно юбки. Ткань этой юбки по составу напоминает кримплен, очень модный материал в 70-е годы. Не осыпается, не растягивается, легко стирается, быстро сохнет, состоит из синтетического волокна. Оптимальный вариант для вязания ковриков. Ткань довольно плотная, нарезаем потоньше. Разумеется, лучшим для данного вида рукоделия зарекомендовал себя так называемый футболочный трикотаж. Разрезаем футболки по аналогии, освобождая от швов и горловины. Сложностей там нет. Еще одна юбка. Вырезаем все полезности. Отпарываем накладные карманы. Распускаем выточки. Нарезаем ленточки нужной нам ширины. Сматываем в один клубочек ленты с каждой вещи, отправляем в корзинку. Перейдя по конечной заставке на ролик коврик крючком, свяжем его вместе.